15 августа 1995 года в 20:15 рейс 41 авиакомпании Atlantic Airways готовился к вылету из международного аэропорта Майами. Тяжелые грозовые тучи нависли над взлетной полосой, а порывистый ветер раскачивал припаркованные самолеты. В кабине огромного Boeing 747 командир корабля Джеймс Купер в третий раз проверял полетные системы, пока его напарник, второй пилот Томас Рейнольдс, обсуждал с диспетчером корректировку маршрута из-за надвигающегося шторма. В салоне стюардесса Мария Санчес помогала пассажирам разместиться в креслах. У нее был наметанный глаз. За 12 лет работы она научилась мгновенно запоминать лица и характеры. В хвостовой части расположилась группа из 6 студентов морских биологов во главе с профессором Алексом Коэном. Они направлялись на практику в исследовательский центр Пуэрто-Рико. В бизнес-классе сидел известный нейрохирург Дэвид Розенталь, летевший на срочную операцию. Рядом с ним молодожены Джон и Эмили Паркер, возвращающиеся с медового месяца, они не могли оторвать глаз друг от друга. У окна 5-летняя Сара Миллер крепко прижимала к себе плюшевого медвежонка. Это был ее первый полет. В 20:42, после получасовой задержки из-за погодных условий, Boeing 747 начал разбег по взлетной полосе. Дождь барабанил по иллюминаторам, но опытный экипаж уверенно поднял машину в воздух. На высоте 1000 метров самолет вошел в плотный слой облаков. Рейс 401, набирайте 1700, следуйте по скорректированному маршруту, раздался в наушниках голос диспетчера. Впереди лежал путь через печально известный Бермудский треугольник. Первый час полета прошел в штатном режиме. Бортпроводники разносили напитки, пассажиры устраивались поудобнее, готовясь к 3-часовому перелету. В 21:45 самолет вошел в зону Бермудского треугольника. Именно здесь начались первые необъяснимые явления. Бортинженер Марк Томпсон первым заметил странности в показаниях приборов. Стрелка компаса начала подрагивать, а затем резко дернулась на 40 градусов влево, через секунду вернувшись в исходное положение. «Командир, взгляните на это», — Томпсон указал на панель приборов. Все 3 независимых компаса показывали разные направления, что было технически невозможно. В 22:15 второй пилот доложил о необычных помехах в радиосвязи. Сквозь обычный радиоэфир пробивался низкий пульсирующий гул, постепенно нарастая по громкости. Одновременно с этим начали выходить из строя навигационные системы. GPS показывал, что самолет одновременно находится в 5 разных точках, удаленных друг от друга на сотни километров. Тревога экипажа росла с каждой минутой. В 22:30 командир Купер связался с ближайшим авиадиспетчерским центром, борт 401, запрашиваю информацию о погодных аномалиях в квадрате. Наблюдаем серьезные сбои в работе оборудования. Ответ диспетчера потонул в нарастающем гуле помех. В салоне пассажиры начали замечать странности. Вода в стаканах рябила, будто от невидимой вибрации. Некоторые жаловались на головокружение и тошноту. Профессор Коэн достал компас из рюкзака, стрелка бешено вращалась, не в силах найти север. Маленькая Сара заплакала, показывая в иллюминатор. «Мамочка, смотри, море светится!» В 22:47 ситуация резко ухудшилась. Все электронные системы самолета начали давать сбои одна за другой. Бортовые компьютеры перезагружались каждые несколько секунд. Автопилот отключился. На приборной панели беспорядочно вспыхивали и гасли десятки аварийных индикаторов. Последнее сообщение от командира Купера поступило в 22:54. «Диспетчер, борт 401, наблюдаем аномальное свечение под поверхностью океана. Похоже на... Это какая-то спираль. Она растет. Боже, оно поднимается к нам. Потеря управления. Майки, прости, папа». Связь оборвалась. В тот же момент на экранах радаров метка рейса 401 распалась на несколько точек, которые за доли секунды разлетелись в разные стороны, после чего пропали. Самолет исчез, будто его никогда не существовало. Поисковая операция началась немедленно, несмотря на штормовую погоду. 8 кораблей береговой охраны,
12 самолетов и 3 подводные лодки прочесывали предполагаемый район исчезновения. Спасатели столкнулись с необъяснимыми трудностями. Навигационные приборы давали ложные показания, радиосвязь постоянно прерывалась, а компасы показывали случайные направления. На третий день поисков патрульный катер обнаружил несколько предметов. Спасательный жилет с номером рейса, обрывок обшивки размером с журнальную страницу и детский рюкзак, принадлежавший Саре Миллер. Внутри нашли промокшего плюшевого медвежонка. Больше никаких следов катастрофы найти не удалось. Через 2 недели безрезультатных поисков операцию официально свернули. В итоговом отчете говорилось о предполагаемой катастрофе по неустановленным причинам. Родственники погибших были вынуждены похоронить пустые гробы. 8-летний Майкл Купер положил в могилу отца фотографию, где они вместе запускали воздушного змея, и пообещал себе обязательно однажды узнать правду. Годы шли. Майкл рос с навязчивой идеей раскрыть тайну гибели отца. Он изучал океанографию в университете, специализировался на глубоководных исследованиях, участвовал в десятках экспедиций. Каждое погружение приближало его к заветной цели. К 2024 году он стал одним из ведущих специалистов по поиску затонувших объектов. В декабре 2023 года к Майклу обратились биологи из Института морских исследований. Они наблюдали странное поведение дельфинов в районе исчезновения рейса 401. Огромная стая, около 40 особей, месяцами кружила над одной точкой, не покидая ее даже во время штормов. Такое поведение противоречило всем известным моделям. 12 января 2024 года исследовательское судно «Посейдон» вышло в море. На борту собралась уникальная команда. Доктор Сара Чен, ведущий специалист по поведению морских млекопитающих Роберт Маккензи, легенда глубоководных погружений с мировым рекордом пребывания на глубине Елена Волкова, разработчик новейших гидроакустических систем, и капитан Джек Хоторн, ветеран морской службы, за плечами которого были сотни спасательных операций. С первых часов экспедиция столкнулась с необычными явлениями. Навигационные приборы начали барахлить, как только судно вошло в исследуемый район. Компьютерные системы периодически перезагружались без видимых причин. В наушниках гидрофонов слышался тот же низкий пульсирующий гул, что фиксировался перед исчезновением рейса 401. Стая дельфинов встретила судно в 10 милях от расчетной точки. Животные вели себя необычайно организованно. Плыли четким строем, периодически поднимая головы из воды, словно изучая людей на палубе. Один крупный самец, которого команда прозвала капитаном, казалось, координировал действия всей стаи. Первое погружение автономного подводного аппарата едва не закончилось катастрофой. На глубине 60 метров все его системы одновременно отключились. Только экстренное всплытие спасло дорогостоящее оборудование. При изучении записей выяснилось, что непосредственно перед сбоем сенсоры зафиксировали мощную магнитную аномалию. На третий день поисков Майкл принял решение о погружении. Вместе с Робертом Маккензи они спустились на глубину 90 метров. Видимость была необычайно хорошей для этих мест, около 30 метров. Дельфины сопровождали дайверов, выстроившись полукругом позади них. Внезапно из синей мглы появились очертания гигантского объекта. У Майкла перехватило дыхание. Перед ним лежал пассажирский самолет, застывший на дне в почти идеальном положении. Несмотря на почти 30 лет под водой, фюзеляж прекрасно сохранился. На хвосте все еще читался номер 401. Неожиданно датчики движения забили тревогу. К месту погружения приближались 3 крупные тигровые акулы. Ситуация становилась критической. Роберт потянулся к сигнальному пистолету, но тут произошло невероятное. Дельфины молниеносно сформировали плотное кольцо вокруг дайверов. Капитан и еще 5 крупных особей устремились к акулам, буквально тараня их своими носами. Остальные дельфины создавали мощные ударные волны своими хвостами. Через минуту акулы отступили. Последующее обследование самолета заняло 4 дня. В кабине пилотов все указывало на попытку экипажа справиться с чем-то необъяснимым.
Штурвал был отклонен до упора. Аварийные системы включены. В нагрудном кармане формы командира Купера нашли фотографию маленького Майкла и записку. «С днем рождения, сынок. Папа вернется через 2 дня». В салоне время словно остановилось. Кислородные маски свисали над каждым креслом. Признак того, что экипаж пытался бороться за жизни пассажиров до последнего. На откидном столике кресла 14А застыл номер журнала National Geographic со статьей о загадках Бермудского треугольника. В кармане соседнего кресла нашли дневник профессора Коэна с записью. Странное свечение усиливается, похоже на что-то из другого мира. Но самой загадочной находкой стали повреждения корпуса. По всему фюзеляжу обнаружились идеально круглые отверстия диаметром 15 сантиметров, расположенные в строгом геометрическом порядке. Края отверстий были оплавлены при температуре, значительно превышающей возможности любого известного оружия или природного явления. Черный ящик удалось поднять на поверхность на 5-й день работ. Несмотря на годы под водой, часть записей сохранилась. То, что услышали эксперты, поражало воображение. За минуту до исчезновения все системы самолета испытали чудовищный электромагнитный импульс. Последние слова записи. «Оно поднимается к нам. Боже, это не...» Дельфины не покидали место работ ни на минуту. Более того, биологи заметили, что это уже 3-е поколение животных, демонстрирующих такое поведение. По кольцевым меткам на плавниках некоторых особей удалось установить, что их бабушки и дедушки наблюдались в этом районе еще в конце 90-х годов. В последний день погружений Майкл обнаружил нечто совершенно невероятное. В углублении приборной панели, куда не могла попасть вода, лежал запечатанный пластиковый контейнер. Внутри находился бортовой журнал, исписанный дрожащим почерком. Последние записи рассказывали историю, от которой кровь стыла в жилах. 23:15. Все системы отказали. Двигатели не запускаются. Мы падаем в спиральной траектории. Под нами что-то светится, похожее на гигантский водоворот из света. 23:17. Непонятно как, но самолет замедляется, будто что-то держит нас в воздухе. Пассажиры в панике. Маленькая девочка кричит, что видит огромные тени в воде. 23:18. Господи! Оно поднимается к нам. Световые кольца окружают самолет. Штурвал не реагирует. Приборы показывают невозможные данные. Температура за бортом пляса 127 дикс. Высота минус 300 метров. Время на часах идет в обратную сторону. 23:19. Они здесь. Я вижу их. Неразборчиво. Сквозь обшивку. Неразборчиво. Не похоже ни на что. Майки, прости, что не увижу, как ты растешь. На этом записи обрывались. Последняя страница была покрыта странными символами, не похожими ни на один известный алфавит. При подъеме контейнера произошел еще один необъяснимый инцидент. Все электронные приборы на судне одновременно отключились на 7 минут и 23 секунды. Когда системы заработали, оказалось, что все цифровые фотографии находки исчезли из памяти камер. Сохранились только аналоговые снимки, сделанные старым полароидом доктора Чен. За неделю исследований было собрано более терабайта данных. Эхолоты засекли под самолетом странную круглую впадину диаметром 110 метров и глубиной 26 метров, которой не было на картах морского дна. Магнитометры фиксировали необъяснимые всплески активности каждые 108 минут. Образцы воды показали повышенное содержание элементов, которые не встречаются в природе. Самым поразительным оставалось поведение дельфинов. После поднятия бортового журнала они начали издавать низкочастотные звуки, которые не свойственны этому виду. Анализ записей показал, что в этих сигналах содержится четкая математическая последовательность. Профессор Чен потратила 3 месяца, пытаясь расшифровать их значение. Когда экспедиция завершилась, дельфины проводили судно до границы той самой зоны, где исчез рейс 401. У самой границы капитан выпрыгнул из воды, сделал невероятный разворот в воздухе и издал серию щелчков, в точности повторяющих последовательность сигналов сбоя, зафиксированных черным ящиком в момент катастрофы. Тайна рейса 401 породила больше вопросов, чем ответов.
Официальное расследование зашло в тупик, столкнувшись с фактами, которые невозможно было объяснить известными законами физики. Военные засекретили большую часть материалов экспедиции, оставив для общественности лишь домыслы и слухи о причинах катастрофы. Странные круглые отверстия в обшивке самолета стали предметом жарких споров в научном сообществе. Майкл Купер продолжил исследование Бермудского треугольника. Каждый месяц он возвращается к месту крушения, и каждый раз его встречает та же стая дельфинов. Они кружат над местом, где покоится самолет его отца, словно безмолвные стражи, охраняющие тайну, которая, возможно, изменит наше понимание реальности навсегда.